Я, если честно, так часто сравниваю, ну вот нашу, я-то еще в советской школе частично училась, систему, и здесь, ну вот я не могу найти определенно только плюсы в одной или только минусы в другой. Мне всегда кажется, немецкая система, вот немецкая программа, мне кажется, легче. Но в Германии встретить круглого отличника нереально. Не бывает ребенка, который во всех предметах преуспевает на очень хорошо. Такого нет. Это может быть в 3 классе такое, но не старше. То есть, кажется, программа легче, вот, но программа обучения состоит из того, что дети должны все это применять в жизни. То есть у нас нету выучить, даже у нас были в советской школе, ну или уже в русской школе экзамены. Тебе дали 20 билетов, ты их выучил. Если ты их выучил наизусть, не понимая ничего, ты сдашь экзамен. Здесь такого никогда в жизни нет. Никогда. Мне кажется, учиться здесь структура обучения попроще. Ты находишься на уроке, даже вот я как ученица, я уставала гораздо меньше здесь, не понимая немецкого 1 год еще. Но когда наступала фаза контрольная работа, или ты понимаешь, ты на единицу никогда не сделаешь, потому что, ну, там надо уже действительно понимать физику. И если ты физику понимаешь, то вряд ли ты по истории также на очень хорошо вытянешь. То есть у нас, например, начиная с 9 класса в Германии контрольная работа по истории выглядит так. Тебе дают речь Наполеона, вот проанализируй ее, зная все даты вокруг, все события, которые были и так далее. То есть у нас никогда не спросят, в каком году было что-то. Они исходят из того, что ты это знаешь, ты был на уроке и слышал. А в контрольной работе ты должен, применив свои знания, провести анализ какой-то, ну, речи, какого-то письма, какой-то встречи и так далее. Вот это, например, то, что от нас требует. То есть очень много требует действительно думать самому то, что нужно потом, позже. Мы с 1 класса начинаем так. Звонок прозвенел, у нас всегда дети на всех переменах обязаны быть на улице. Вот это то, что меня вначале очень удивляло в Германии, в немецкой школе. Теперь я считаю, это абсолютно правильно. Неважно, какие температуры. Родители должны с утра проследить, в чем ребенок пошел в школу. Но дождь ли, снег ли, ветер, ребенок каждую перемену выходит на улицу, чтобы класс проветрился, чтобы ребенок проветрился, и зайти в класс опять, ну, нормальным, свежим. И особенно малышам, им же движение нужно. Они не могут высидеть 45 минут. У нас даже 50 минут в начальной школе уроки. Поэтому это трудно. Я опять же всегда говорю, я не знаю, как мы сидели. Мы сидели в русских школах. Здесь это практически невозможно, если от детей требовать, чтобы они 50 минут просидели. У нас тут такого нет. У нас 10 минут мы поем, 10 минут мы прыгаем, 10 минут мы пишем, 10 минут рисуем. Ну, то есть вообще такого не может быть, чтобы они 50 минут сидели. И вот у нас, когда малыши, первоклассники, звонок звенит, мы выходим обычно их встречать во двор. И еще раз говорим, все идите писите, и потом заходим в класс. Но если кому-то очень надо, он выйдет, и все. Также там, если носик почистить или, ну, что-то еще, ребенок даже не спросит. Он выйдет, значит, нужно. Это все. Это уважение к ребенку. Это безусловно. И вот это из то, что изначально практикуется. Также вот это право выбора ребенка всегда еще раз спросят. А вы, когда приехали в Германию и столкнулись с своими ровесниками в процессе обучения в школе, как вы видели, они знают больше вас или меньше? Ой, я им завидовала, то, что они настолько свободны в своих действиях, потому что я вот не могла встать в классе, выйти или что-то спросить просто так. Или вот в этом я вот приехала в 9 классе, была как раз такой возраст, когда я просто восхищалась, как спокойно, свободно они общаются с учителями и как они дискуссии ведут. Вот на уроках немецкого литературы, в смысле немецкой литературы, если что-то читали,
то там никогда не было неправильного ответа. Никогда. Если ты что-то сказал, значит, ты так это видишь, и ты так это понял. Но не было ответов точно. Вот так, это правильно, это неправильно. Вот этому я завидовала, что они так могут спокойно с учителем общаться. Обычно, конечно, вот на литературе, да даже на истории, да, на многих предметах, если мы сейчас не пишем, мы обычно стулья в круг или садимся на пол просто вообще, чтобы вот ну, обстановка располагала, и спокойно общаемся о произведениях или о эпохе какой-то и так далее. Поэтому вот этому я восхищалась. Знанием как таковой я понимала, что я больше не знаю. У меня вот учитель математики, учитель физики, они восторгались, что я знала, куда взять вольтметр подсоединить, когда мы вот там цепочки ну, по физике делали. Дети могли только смотря на схему сделать, а вот есть же, там же есть какие-то правила, куда нужно. Если мы этому уже учились в России, то я это знала, а тут этого... Ну а зачем это знать? Если схема есть, и по схеме ребенок может собрать, значит, он это умеет. А знать наизусть как бы не нужно. Ну, здесь не учат, ну, так сказать, тупо правила наизусть. Здесь такого нет. Конечно, тема урока, если есть там, допустим, ну, что есть похожее, как в русском, ДТ в конце слова, да, ну, чтобы определять. То есть мы не учим правила наизусть, а мы, ну, какие-то упражнения делаем, понимаем, что вот эти слова с Д на конце, эти слова с Т, но можно посмотреть в словарике. У каждого словарик на столе лежит на уроке немецкого языка. Когда дети пишут диктант, последние, вот написали диктант, 15 минут им дается попользоваться словарем. Если ребенок успел, он теоретически, как я своей дочери говорю, ты можешь ничего не уметь, ты должна уметь быстро пользоваться словарем. Но а по сути, по жизни же, как говорят, здесь юристы же не должны знать законы наизусть, они должны знать, где посмотреть. Важно уметь работать со словарем, а не знать, как пишутся слова наизусть. Тут я говорю, это спорно, насколько это правильно или нет, но здесь вот такой подход, и в принципе люди заканчивают университеты, работают, учатся. Германия далеко, вот, знаете, это же тоже, наверное, Россия участвовала, были такие ПИЗа, тестирования, где там все страны. Германия тоже довольно-таки далеко внизу. Поэтому я не знаю, все ли здесь правильно. Ну вот, ну здесь вот так. Здесь больше, я говорю, школа готовит к самостоятельности, к, ну, к социализации и так далее.